Джео Элен – гражданин мира. В серии коротких выпусков мы покажем и расскажем, как приобретать недвижимость за границей на примере разных стран. Заметьте, без посредников мы вместе пройдем путь от поиска до приобретения вместе с вами. А начнем мы с Грузии, солнечного Батуми. И тема первого выпуска – покупка недвижимости со вторички, то есть уже от собственника. Поехали! Ребята, мы сейчас в отеле Картули Хотел. Здесь потрясающая атмосфера, потрясающие виды, интерьер. Кстати, забронируйте себе отель на booking.joelen.com и получите кэшбэк. Так делаю я, и поэтому свой чай я уже заслужила. Город, как и год назад и век, тянется все ближе к звездам ввысь. Это Браво. А это Батуми. Ребят, посмотрите, сколько строят. Строят стадионы, строят спортивные комплексы, строят школы, строят больницы, новостройки, не считая, конечно же, их. Глядя на все на это, да тут не просто есть из чего выбрать, тут есть где потеряться. Вот реально. Но теряться мы с вами не будем, потому что нам поможет joelen.com. Итак, приступаем к поиску недвижимости. Открываем поисковик joelen.com. Для того, чтобы найти лучшее предложение для себя, вы можете воспользоваться поиском по ключевым словам, либо работайте с фильтрами. Вторичное жилье зажимаем. Так, страна Грузия. Город, конечно, Батуми. Тип объекта. Обратите внимание, фильтр тип объекта содержит очень много вариантов, которые зависят от цели вашей покупки. Подробнее об этом читайте по ссылке «Недвижимость в Грузии. Самый полный обзор всех тонкостей». В данном случае я выбираю апартаменты. Цена. Мой бюджет подразумевает до $100 тысяч. Расстояние до моря 300 метров. Так, все, найти. Мне понравился комплекс, в котором находится Картули Хотел. Давайте посмотрим его на карте. Он называется Орби Бич Тауэр. Смотрим. Площадь 50, цена $85 тысяч. В бюджет я укладываюсь. Оплата криптовалютой. Это будет интересно тем, у кого она есть. Покупка онлайн. Так. Расстояние до моря 200, как я и планировала. Дальше есть охрана, консьерж, и все остальное. Если вам понравится объект, вы можете связаться с собственником и договориться о просмотре, что мы сейчас и сделаем.
Здравствуйте. Меня зовут Юля. Очень Программа приятно. «Гражданин мира». Мы Пожалуйста, договаривались, посмотрите. сегодня посмотрим. Да, спасибо. Валентина, когда я искала апартаменты, первое, что мне бросилось в глаза в вашем варианте, это интерьер. Скажите, вы сами делали дизайн? Мы заказывали проект в студии дизайна интерьера «Ремарка» вместе с авторским надзором и комплектацией. Это значительно облегчает сам ремонт. Недаром говорят, что любой ремонт хуже пожара. Ну да. Чтобы не сталкиваться со всеми этими сложностями, тем более в чужой стране, мы брали эту квартиру в черном каркасе. Вариант ремонта от застройщика мы даже не рассматривали. Но и делать ремонт самостоятельно тоже не хотелось. Поэтому мы обратились к профессионалам. Это позволило нам избежать кучи проблем, вопросов с пониманием, со строителями, разными нюансами и просто особенностями этого рынка. Это точно. Особенностей здесь много. Валентина, а вы откуда приехали в Грузию? Мы родом из Казахстана. Мы приезжаем в Грузию уже 4-й год, Ну, но только осенью и зимой. Когда мы приехали в Грузию во второй раз, мы приняли решение взять здесь квартиру. Вопрос был, это будет квартира для себя, для жизни, под сдачу или для последующей перепродажи. Изначально мы выбирали квартиру для жизни. Поэтому нам нужна была достаточно большая площадь для того, чтобы жить здесь с ребенком. Выбирая среди множества вариантов, представленных на рынке, мы решили взять на первой береговой линии с потрясающим видом на парк и, конечно же, рядом с морем. За эти годы у нас изменился состав семьи, и теперь нам необходимо расширить наши жилищные условия. Поэтому мы выбираем уже другой вариант для себя. Но эту квартиру было принято решение продать. Это отличный вариант для молодой семьи, для пары, а также отличная инвестиция для бизнеса. Ликвидность этой квартиры очень высокая. И как вы уже сами подметили, такая картинка очень легко сама себя продает. Вы сразу обратили внимание именно на мою квартиру. Ну, раз уж мы заговорили о деньгах, можете сказать, какой доход может принести эта квартира? В год, скажем так, в год. Примерно. Мы сами не сдавали эту квартиру, но от своих друзей я слышала, что спокойно можно зарабатывать от 4 до 5 тысяч в год. Доллар. Валентина, какие преимущества именно ваших апартаментов? Ну, это, конечно, место расположения, потрясающий вид из окна. Рядом есть большой торговый центр, парк для прогулок с детьми и море в шаговой доступности. Валентина, спасибо вам за интересную беседу. Мы желаем вам хороших покупателей. Возможно, среди тех, кто смотрит наши видео, они уже есть. Эти апартаменты и другие варианты вы можете найти на сайте geoland.com. А мы возвращаемся в Картули Hotel, чтобы обсудить все нюансы при подготовке к сделке. И тут начинается самое интересное. Дорогой мой зритель, если ты не любишь заморачиваться с расписками, переводами, составлением договоров, тогда просто закажи услугу сопровождения сделки на geoland.com и дело в шляпе. Ну а те, кто хочет узнать все нюансы и подробности, продолжаем смотреть. Уже многим известно, что для покупки в Грузии вам понадобится только ваш заграничный паспорт. Однако, прежде чем его достать, проверьте информацию о понравившемся объекте. Это можно сделать двумя способами. Заказать в юстиции выписку, либо сделать самостоятельно на сайте Napr.gov.gem. Здесь все на грузинском. Вы можете воспользоваться Google Translate. Смысл от этого не изменится, может быть, поедет верстка. Поэтому ориентируйтесь по иконкам. Выбираете иконку с двумя домиками, затем переходите на документ с лупой. И вставляете ваш кадастровый код вот сюда. Кадастровый код вам должен сообщить собственник. Затем выбираете самый первый в списке документов. И вот так выглядит выписка.
Она, как видите, тоже на грузинском языке. И сейчас обратите внимание. Из этой выписки вы узнаете информацию о собственнике и об обременении, если таковое имеется. А также, когда вы совершите вашу удачную покупку, в качестве собственника будет отображаться ваше имя. Поэтому запомните, где вы можете это проверить. Обратите внимание на дату обновления выписки. Дата обновления выписки должна соответствовать дате вашей сделки, а расходы на обновление выписки лежат на продавце. Хотите еще больше подробностей? Читайте статьи о сопровождении сделок и самые частые вопросы на geoln.com. Ссылки под видео, а мы двигаемся дальше. Кроме паспорта, вам понадобится договор. Договор вы можете заказать в Доме юстиции. Опять же, он будет на грузинском и на английском. Но вы, наши зрители, можете скачать русскую версию, которая будет в описании под видео. На самом деле, прочитав договор, вы удивитесь, насколько он прост. И действительно, все достижимо, если не усложнять. Однако в типовом договоре не прописана процедура передачи денег. И, скорее всего, вам понадобится еще расписка о передаче задатка. И вот еще один бонус для наших зрителей. Шаблон вы можете скачать в описании под видео. При подготовке к сделке подумайте над этими моментами. А теперь переходим к оформлению, отправляемся в Дом юстиции и посмотрим наглядно, как все происходит. Сейчас мы находимся напротив Дома юстиции. Дом юстиции в Грузии объединяет более 300 сервисов, где работают несколько сотен операторов. А филиалы Дома юстиции функционируют на всей территории Грузии. Здесь вы можете оформить ID, оформить свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, а не только оформить сделки купли-продажи недвижимости. Но новаторство Грузии состоит в том, что для хранения данных используется технология блокчейн, которая гарантирует, что ваши данные, попавшие туда, не будут изменены, удалены и так далее. Технология блокчейн используется в таких странах, как Нидерланды, Арабские Эмираты и США. Ну что, шаг 4, оформление в юстиции. Поехали! Съемка внутри юстиции запрещена, но для geoln.com все двери открыты. При входе нас встречают консультанты, которые нас сориентируют и помогут. У них же мы возьмем договор для купли-продажи и талончик в общую очередь в общем зале. Здравствуйте, а можно мне талончик на оформление сделки купли-продажи недвижимости и типовой договор? Да, купли-продажи недвижимости. Да, не знаю. Один покупатель, один продал, да? Да, все верно. Так, талончик и договор. Спасибо. Внутри направо. Внутри направо. Спасибо. Обратите внимание на бегущую строку. Здесь публикуется статистика о проделанных операциях в течение дня в юстиции. А вот эта зона, где вы можете сделать фотографию. Она вам пригодится для оформления, например, ID-карты, либо еще каких-то таких операций. Вам можно все сделать здесь, на месте, не отвлекаться, не переживать, что у вас чего-то нет, если что вдруг. А это единое пространство, которое поделено на зоны, сектора в зависимости от оказываемых услуг. Здесь очень много экранов с электронной очередью, вы точно не пропустите свою. Есть зона самообслуживания, соответственно. Ну, все, что вам нужно для комфортного ожидания, наверное, здесь есть. А для тех, кто с детками, есть детский уголок. Мультики, раскраски, все, что нужно, чтобы занять детку, пока родители занимаются более важным делом. Так, в общем зале
рабочий процесс, лавочки, экраны, все хорошо, но для тех, кто любит комфорт, есть кафе, где вы можете получить услугу, сидя за столиком, попивая чаек, кофеек. И, кстати, это обязательное условие обслуживания. Так, сейчас мы это и сделаем. Матвей, ты будешь чай? Отлично. Тогда 2 чая, пожалуйста. И еще мы хотим получить услугу оформления купли-продажи недвижимости. Хорошо, садитесь, выпейте. Спасибо. Ну, пройдем. Итак, прямо здесь, сидя на белом диванчике, мы будем ждать оператора, когда он освободится и подойдет к нам, и обсудим еще некоторые вопросы. Что-то я слишком расслабилась на этом мягком диванчике, пересяду-ка я в более рабочую обстановочку. Сейчас подошел оператор, я задам ему все необходимые вопросы. Ну, общаться будем на грузинском, поэтому после получите расшифровку. Камаджават. Визит в юстицию – самый последний этап. И он уже подразумевает, что и продавец, и покупатели приходят сюда подготовленные. Вот посмотрите. Очень простой договор и только на грузинском. Сейчас уже только на грузинском, поэтому у нас еще версия на английском. Также скачайте по ссылке внизу в описании видео. У оператора мы выяснили, что вам потребуется переводчик. И это может быть просто человек, который владеет грузинским языком и языком продавца и покупателя и сможет удостоверить идентичность перевода своей подписью. В случае проведения сделки по доверенности, как со стороны покупателя, так и со стороны продавца, вам понадобится нотариально заверенный перевод доверенности на грузинский язык. А в ряде стран еще необходим апостиль. Список этих стран вы сможете скачать внизу по ссылке. Но это еще не все. Есть страны, для которых понадобится дополнительно сделать перевод заграничного паспорта на грузинский язык. И список этих стран вы можете скачать внизу по ссылке. В общем, я устала. Я хочу заказать сопровождение сделки. Здесь вы можете оплатить все необходимые услуги. На территории Дома юстиции функционирует отделение банков, где вы можете открыть счет и произвести другие операции, которые необходимы для взаиморасчетов с продавцом. Пожалуйста. 1, 2. Итак, давайте подведем итоги. Дом юстиции Грузии оказывает услуги регистрации сделок и прав собственности и не несет ответственности за содержание договора, за опечатки и ошибки. Операторы просто принимают документы, проверяют документы и запускают процесс. Если возникают какие-то ошибки, процесс будет приостановлен, и вам придется донести то, чего не хватает. Поэтому geoln.com не рекомендует проводить сделки самостоятельно. Тем более, что затраты на юридическое сопровождение сделок несопоставимы с рисками и потерями, которые, возможно, появятся. До встречи в следующем выпуске «Гражданин мира». Пока-пока!